Дорогие друзья, приветствую вас на канале Разумная медицина, доктор Евдокименко. И сегодня я хочу рассказать вам о том, как самим быстро снизить повышенное давление в том случае, если у вас нет возможности вызвать врача и нет возможности получить квалифицированную медицинскую помощь. Только хочу сразу уточнить, что речь в этом видео пойдет не о лечении гипертонии. Об этом у нас есть другие программы, и при желании вы их можете посмотреть. Мы здесь будем говорить только об экстренном снижении давления, если в этом есть крайняя необходимость. Еще раз подчеркиваю, мы здесь не говорим о лечении гипертонии. Здесь пойдет речь только о разовом снижении сильно повышенного давления. Но прежде чем говорить о быстром снижении давления, надо понимать, а какое именно давление надо снимать быстро. Вот, например, давление 140 на 90. Нужно снимать срочно или нет? Чаще всего нет, потому что 140 на 90 для многих людей, особенно людей в возрасте и особенно людей полных, это, как ни странно, практически нормальное давление, которое не требует экстренного снижения. Исключение – это те люди, которые такое давление переносят плохо. Например, есть люди, у которых изначально пониженное давление, скажем, 90 на 60. И они вот это относительно невинное 140 на 90 переносят плохо. Они иногда даже при таком давлении лежат в лёжку. Да что там говорить, они иногда даже при классических 120 на 70 лежат в лёжку. Но это, повторюсь, скорее исключение. Большинство же людей 140 или порой даже 150 на 90 переносят нормально. И такие показатели давления не нужно снижать экстренно, а нужно в целом работать над своим физическим состоянием, над состоянием своего здоровья. Какое давление действительно нужно сбивать, это уже выше 160 или 170 на 90 или 100. Особенно если такое повышение давления сопровождается головной болью, болью в затылке, шумом в ушах. Как снижать давление, если оно действительно высокое? Во-первых, нужно принять полусидячее, полулежачее положение. Причем именно полулежачее. Совсем ложиться нельзя. Это может быть опасно и для мозга, и для сетчатки. Лекарства. Есть очень недорогое, хорошее и неоправданно подзабытое лекарство с очень небольшим количеством противопоказаний и побочных эффектов. Это папазол. Действует он достаточно быстро, и что важно, папазол очень неплохо подходит многим из тех, кто лежит в лёжку, образно говоря, при не слишком высоком давлении, скажем, 140 на 90. Почему его подзабыли? Ну, наверное, потому что слишком дешевое лекарство. Но пока еще он есть во многих аптеках. И пока еще его приобрести было несложно. Справедливости ради надо признать, что папазол не самое сильное лекарство. И иногда в момент приступа, когда давление слишком высокое, нужны более сильные препараты. Многие врачи, с которыми я солидарен, советуют принять в момент приступа таблетку моксанидин или какие-то его аналоги. Я считаю, что это очень неплохой препарат для снижения давления. При условии, конечно, что лично у вас нет к нему противопоказаний. Моксанидин и его аналоги, кстати, не только как скорую помощь принимают, но иногда его назначают и для ежедневного приема. Бывает, однако, что иногда человеку моксанидин или его аналоги не помогают. Тогда в следующий раз в момент приступа можно попробовать принять каптоприл или его аналоги, или нифедипин. Эти препараты часто пьют при повышении давления как скорую помощь. Только внимание, друзья, чего не нужно делать ни в коем случае. Не нужно при повышении давления с испугу принимать сразу по несколько таблеток от давления. А то некоторые люди очень часто делают так. У человека плохое самочувствие, он измеряет давление, видит на тонометре цифры 170, скажем, на 100, сразу следует эмоциональной реакции, испуг, а помираю. Человек выпивает достаточно сильную таблетку, скажем, моксанидин, а то на всякий случай сразу 2 таблетки. Через 5 минут снова измерение давления, а лекарство еще просто не успело подействовать, но человек об этом не задумывается. И цифры остаются пока еще теми же высокими, 170 на 100. И человек с испугу выпивает еще какую-то таблетку от давления, скажем, каптоприл под язык. Через 5 минут снова измерение давления, там опять 170 на 100. Испуг, ничего не помогает, и еще одно лекарство. Результат. Через полчаса давление резко падает, 80 на 60, 90 на 50. Человек становится совсем нехорошо от этого, еще больше испуга. Ой, мне совсем плохо, теперь нужно срочно поднять давление. И вот эти качели давления, резко вверх, резко вниз, это может быть даже опаснее, чем само повышенное давление. Так что не надо с испугу принимать сразу несколько лекарств.
надо сначала дать подействовать одному лекарству. Это минимум минут 20-30. Еще один момент, который нужно учитывать. Надо понимать, что каждый, даже самый безобидный препарат имеет свои побочные эффекты и свои противопоказания. Поэтому нужно обязательно читать инструкцию к препарату, а не пить лекарство по принципу «а моей соседке Марии Ивановне помогло, и я тоже буду это принимать». И, конечно, лекарство от давления для вашей аптечки нужно заранее обговорить с вашим лечащим врачом, чтобы понимать, чем сбивать давление в случае его резкого повышения. И еще, если измерение давления показало угрожающее вашему здоровью цифры, или у вас на фоне повышенного давления резко ухудшилось самочувствие, не геройствуйте и вызывайте скорую. Врачам скорой обязательно нужно сказать, как давно, в какой дозе и какие таблетки от давления вы уже успели принять. Возвращаясь к таблеткам, частый вопрос, а можно ли вообще быстро снижать давление таблетками? Ролик на эту тему у нас на канале уже есть, поэтому здесь я повторяться не буду. При желании ту программу вы можете посмотреть, и ссылка на нее будет дана под нашим сегодняшним видео. Но, конечно, и мы об этом не раз говорили в наших программах, если есть возможность снижать давление без таблеток, то лучше его снижать без таблеток. Тем более, что у некоторых людей давление повышается просто на фоне стресса от нервов. И им в таком случае нужно не таблетки для снижения давления принимать, а пить какие-то успокаивающие, скажем, лекарственные травы. Например, прежде чем принимать таблетки, можно сначала попробовать выпить банально валерьянку в виде таблеток или в виде настойки. Или, и это еще лучше, можно налить стакан, чайную ложку спиртовой настойки боярышника, залить половинкой стакана обычной негазированной воды и выпить. У многих людей давление в течение получаса от боярышника нормализуется. Еще один хороший метод нормализации повышенного давления, особенно если давление поднялось на нервной почве, это одно простое дыхание от волнения, тревог и давления. Видео с таким простым дыханием есть у нас на канале. Это дыхание помогает многим людям быстро успокоиться и быстро стабилизировать давление. Мягкий, подчеркиваю, очень мягкий массаж воротниковой зоны в домашних условиях тоже может помочь, если его делать правильно. И если у вас дома есть кто-то из близких, кто сможет его сделать. Видео о таком массаже у нас на канале тоже есть. Людям, у которых повышение давления сопровождается болью в затылке или болью под затылком, а это чаще всего говорит о спазме мышц шеи, таким людям нужно делать упражнения для шеи. Только в данном случае их нужно делать мягко, или я бы даже сказал сверхмягко. К слову, чем хороши, скажем так, нетаблеточные методы снижения давления, например, валерьянка или боярышник. Одно простое дыхание, массаж, упражнения для шеи. Эти методы друг другу не противоречат, то есть их можно использовать параллельно. А таблетки нужно использовать в том случае, если эти простые и мягкие методы не помогли. В завершении темы хотелось бы напомнить еще вот о чем. В книге «Быть здоровым в нашей стране» и в других наших видео мы уже говорили о классических ошибках при измерении давления. Некоторые люди меряют давление в спешке, на бегу, порой между делом. Или человеку измеряют давление в поликлинике, где он посидел в очереди, в напряжении, у него стресс, а еще вид белого халата у многих людей вызывает волнение. И в такой ситуации давление может подскочить, и человеку могут намерить лишних 20, 30, 40, а то и 50 единиц давления. То есть на фоне волнения и спешки прибор покажет, к примеру, давление 160/90. А через 10-15 минут, если человек отдохнет, успокоится, прибор уже может показать 130/80. И человек будет грешить на прибор, скажет, что прибор неточный, то такое давление показывает, а через 5 минут другое. Так вот, напоминаю, чтобы получить верные цифры при измерении давления, перед этой процедурой нужно посидеть 5-10 минут и расслабиться. Мало того, во время измерения давления нельзя даже разговаривать, иначе давление будет чуточку выше. Еще раз обратите внимание, точность измерения давления зависит от того, где и как человек измеряет давление. И чтобы свое давление правильно контролировать, для этого вовсе не обязательно ходить в поликлинику. Нужно просто подобрать себе хороший электронный тонометр и мерить давление дома самостоятельно в спокойных условиях. Что такое хороший электронный тонометр? В наших программах мы уже рассказывали о тонометрах фирмы BeWell. И мне понравились две модели. BeWell модель MED55
но особенно бюджетный тонометр модель Pro 35. Он мне очень нравится, он недорогой. На 2020 год его можно найти по цене от 1500 до 2500 рублей. То есть этот тонометр может позволить себе практически каждая семья. При этом прибор точно показывает давление. Работает и от батареек, и от адаптера. И у него есть приятные фишки. Цветная шкала. Индикатор напротив цветной шкалы покажет уровень давления. Нормальное, чуть повышенное, высокое. Показывает частоту пульса. И еще покажет, что важно, есть у вас аритмия или нет. У тонометра конусная манжета. Конусная манжета – это атрибут дорогих тонометров. Она правильно облегает руку и делает измерение точным и комфортным. Причем манжета подходит на любую руку. И на полную, и на худую. В общем, дорогие друзья, не переплачивайте. Простой, надежный и точный тонометр Be-Well Pro 35 вам понравится. Мы его рекомендуем. Говоря о любых электронных тонометрах в целом, хотел бы сказать об еще одном важном моменте. Некоторые люди ругают электронные тонометры и говорят, что они менее точные, чем механические. Это не совсем справедливый упрек. Неавтоматический тонометр в руках простого человека, а не врача, тоже нельзя считать особенно надежным. Потому что некоторые люди просто не умеют мерить давление механическим тонометром. Автоматический тонометр как раз именно тем и хорош для домашнего измерения, что сам все сделает за человека. А специальный высокоточный датчик снимет показания так же верно, как и врач. Дорогие друзья, это на сегодня все. Обязательно обратите внимание на ссылки под роликом. Там очень много полезной информации на тему повышенного давления и на тему лечения гипертонии. Чтобы эти ссылки увидеть, переходите в комментарии под видео, и там наверху для вашего удобства мой закрепленный комментарий с полезными ссылками. А мы желаем вам всего доброго, будьте здоровы и подписывайтесь на наш канал.